Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо, открыв это видео. И наш сегодняшний Таро-расклад – история вашей жизни дальше. Какие события ждут вас совсем скоро? Давайте с вами узнаем. И у нас сегодня колоды ангелов, ангелов-хранителей. Оракул приготовила ангелов задавать те вопросы, которые, может быть, нам будут непонятны по ходу развития нашего расклада. И, конечно, подойдет наш расклад абсолютно для всех. Самое главное, наверное, быть честным, когда вы слышите сигнификацию. Честным в первую очередь с самим собой. Где-то не подгонять желаемое за действительное, что нам говорят карты, да? Но этот расклад подойдет как для мужчин, так и для моих любимых девочек. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, но и здравого смысла. Итак, кто сегодня пришел на расклад? Раскладов много, но не каждому они подходят, все же мы все разные. Но вот сегодняшний, кто пришел на расклад, кому сегодня колода ангелов откроет тайны, секреты, кто вы, что в вашей жизни происходит прямо сейчас. Ну вот что происходит? Вообще усталость, конечно, да, десятка жезлов говорит о том, что десятка огня, буквально так. Когда, мы выдохлись, может быть, когда куча каких-то недоделанных дел, может быть, которые вы себе наметили, которые могли превратиться в целый ворох. А может быть, это когда в вашей жизни, вот обратите внимание, подсвечен вот буквально светом таким волшебным какой-то очень маленький предмет. Да, карта дисбаланса, карта даже стресс, вот об этом говорит. Кто-то, возможно, получил новость, кто-то столкнулся с такой ситуацией в жизни, когда этот стресс продолжается очень давно. Все же эта карта подразумевает, что мы что-то делали долгое время, может быть, и ошибочно, но вот как однообразно. Поэтому мы и выдохнулись, поэтому мы и буквально устали. Но вот что-то очень важное, что вы оставляли каждый раз на потом, возможно, вы об этом и думаете. Так вот, доколе, так я и буду откладывать. Мое желание какое-то сбудется или нет. Или я такая окажусь в рутине каких-то малозначимых дел. Не случайно гора немытой посуды, да? Как будто девушка наша перемыла уже корзину этих 10 жезлов. Но пока она их мыла, тут опять накопилось. Вот я думаю, люди семейные меня хорошо поймут, да? Сколько ты не делала эту работу, вот она никогда не кончается. Возможно, это у кого-то будет связано со сложной ситуацией, которая касается, кстати, откуда к вам приходят деньги. Будем говорить, да, поступления, потому что жезлы, дела, работа, бизнес, ваши достижения, ну и сам по себе финансовый поток. Откуда? Каким образом? Что еще о вас расскажут карты? Вот вы знаете, так красноречиво вас карты призывают, я бы сказала. Самому себе или самой сказать себе. Представь, что ты сейчас стоишь накануне грандиозных событий, грандиозных перемен в твоей жизни. Вот 13-й старший аркан в этой колоде так и называется «Отпусти», «Отпускай». Потому что да, это окончание, это трансформация и конкретно свобода. Вот ваша задача сейчас, кто меня смотрит, явно есть какие-то сложные, вот я перечисляла по этой карте, переложите просто на события вашей жизни. Есть то, что ты не можешь уже исправить. Ты не можешь это переделать до конца. Буквально так. Ты не можешь, может быть, влиять на какую-то даже обстановку, которая тебя как ставит в тупик. И вот трансформация, ведь она не случайна. Вот именно вы, как накануне, какой-то истории, которую, возможно, вам совсем скоро придется пройти, и вы сейчас, кто-то буквально и света не видит, да, или когда вы, как впряглись в какую-то упряжку и тянете какой-то воз. И это, вот может быть даже многозадачность или много работы, буквально до упаду, когда есть усталость. Недаром древняя китайская поговорка гласит: уставшие люди делают ошибки. Очень мудрая. Поэтому вот вас карты и призывают рассмотреть какие-то альтернативные варианты. Возможно, на что-то вам придется решиться. Потому что уже как было, так не будет. В вашей жизни что-то завершается. Возможно, вы это чувствуете. Поэтому смотрите расклад.
У кого-то из вас сейчас конкретно ситуация, которая касается финансов. С другой стороны, это может быть человек, когда тоже какая-то и финансовая ситуация вас связывает, но человек, скорее всего, но знаете, вы не можете на него рассчитывать. Нет как будто поддержки. Вот вы сейчас один или одна. Вот, наверное, основное значение, которое нам хотят передать карты. И пусть даже кто-то семейный человек, у кого-то дети, я все это допускаю. Но вот именно вы, ваша душа, вы чувствуете как нехватку человека, который бы вас понял. Может быть, у кого-то конкретно вы в одиночку пытаетесь справиться с какой-то ситуацией, которая касается и работы, и, главное, финансов. Ведь карта, и в этой колоде, обратите внимание, не в каждой карте будут изображены ангелы. И где они не изображены, это целиком и полностью ваше решение. Но когда ангел появляется, это у нас есть возможность. И здесь нам как будто сам ангел открывает двери. И не случайно здесь именно помощь. Я тебе помогу, как будто, да? Я тебе помогаю. Может быть, вся та обстановка, которая сложилась вокруг вас, и на данный момент очень сложная и тяжелая, тем не менее, она вас подводит тоже к какому-то важному выводу. Может быть, вы бы его и не сделали. А когда уже накопилась и усталость, а может быть, когда куча каких-то проблем, вопросов свалились, но тогда я могу предположить, что-то будет меняться таким образом, когда вот этот весь клубок каких-то противоречий будет иметь, ну как в прооснове, что-то одно, то, что решится у вас, или что изменится, а в последующем это будет трансформировать все остальные сферы жизни. Но вы сейчас волнуетесь, все же мы спрашиваем, вы взволнованы именно тем, что, ну да, человек не видит выхода, а потому что вот то, что вы, какая-то концепция, которую вы сочли прежде важной, а это теперь как ускользает, или уходит, или завершается. И тройка землей нам говорит о том, что ваша задача, ну буквально тут талант, мои дорогие, раскрыть какие-то ваши способности. И буквально ангел благословляет. Всегда по этой карте идет как и работа в команде, безусловно, но это еще когда мы что-то передумали, как будто перерешили, взялись за новое совершенно дело, а может быть вот как раз то, что мы каждый раз откладываем на потом. И это ошибочно, кстати, на самом деле, даже в быту, когда мы говорим, что ну вот я это потом этим займусь, да, а сначала у меня первоочередное, вот, допустим, навести порядок, там, помыть посуду, там, я не знаю что. А мы считаем почему-то, что эти дела наиболее важны. Может быть, нам это и приносит, понятно, какой-то эмоциональный комфорт и даже чувство уверенности, когда мы вот порядок навели и можем уже им наслаждаться. Но вот сейчас уже говорят, что ты вот не видишь того, что скоро произойдет, а тебе как будто придется на себя опереться. Именно на, может быть, на ваши ресурсы, имеется в виду, как и ваши таланты, как и ваши способности, экспертность в каком-то вопросе или профессионализм, может быть, в вашей профессии, но все же с подсмыслом талант тут идет и творчество тоже. Что-то вы умеете делать очень хорошо, но, возможно, стоит задуматься о том, чтобы вам это приносило удовольствие, как минимум радость. Вот как будто нужно себя с одной стороны, чем-то вдохновить, это обязательно, но и всеми способами переключить внимание на что-то. Вполне вероятно, вы уже это пробуете делать. Все-таки карты нам говорят о том, что происходит сейчас. И для кого-то это новый жизненный этап, вы его можете даже чувствовать. Кто-то, может быть, попал, как в новом коллективе оказался. И посмотрите, карта, я иногда называю ее доброй трансформацией, потому что восьмерка жезлов – это всегда стремительность, это скорость. Это карта соответствует также получению информации, документов. Поэтому тут разная информация. Кто-то, может быть, посмотрел видео на YouTube, ну, может быть, да. Кто-то услышал просто новость, которая вас, ну, так где-то ошеломила. Вот по этой карте такое может быть. Или когда, если вы не получили буквально уже к этому моменту, тогда совсем скоро вы ее получите. Конечно, карта будет говорить о том, что
Сама по себе многозадачность она есть. Но вы как будто из одной вот этой многозадачности, которая больше рутина. Вас пространство совсем скоро переключит на ваши действия, когда вы не можете это оставить на потом. Когда, возможно, произойдет трансформация, переоценка ценностей. И то, что вчера казалось очень важным, теперь на самом деле, вот как этот предмет, вы понимаете, да нет. Это не имеет какого-то глобального значения. Вот это немытая посуда или какой-то даже отрезок вашей пути или проделанной работы, кстати. У кого-то, может, все-таки жезлы, как будто начинается и заканчивается жезлами. Поэтому у кого-то напрямую стоит именно вопрос, ну, хочется сказать, выживания, может быть и так. Все же карты сложные. Когда себя нужно, может быть, как вообще на какой-то новый режим перестроить, в какую-то новую формацию вас самих. Вот эти перемены вы не можете уже отменить. Тут какой-то механизм запущен, и в зависимости от того, как вы правильно провзаимодействуете. Вот, может быть, карта и говорит где-то. Тебе, может быть, и придется примирять непримиримое. Где-то ты вынужден будешь или вынуждена пересмотреть свои прежние позиции. Потому что то, что ты в той ситуации, в которой совсем скоро окажешься, она не будет иметь вообще ничего общего с каким-то предыдущим периодом жизни. Хочется от себя добавить, мои дорогие, вот кто смотрит расклад, ну вот как выходит расклад, да? Или, может быть, вы открыли позже. У нас до середины практически октября планета Плутон в ретроградном движении. Это всегда говорит о том, что какая-то прежняя история, она должна быть пересмотрена. Но именно Плутон, и у каждого в своей сфере жизни, в зависимости от знака зодиака, здесь будет, знаете, как переоценка ценностей. И вот как раз все карты, почему я и вспоминаю о планетарных транзитах, они происходят в вашей жизни сейчас, переоценка ценностей. И то, что мы вчера отрицали, говорили, нет, этого не может быть. А сегодня мы уже видим, да елки-палки, как не может. Оно вот уже на пороге. Давайте спросим у карт Оракула. Что они нам скажут по вашей ситуации? Вот так вот. Что в вашей жизни происходит прямо сейчас? Вот карта четко говорит, на следующей неделе у тебя что-то произойдет. Или вполне вероятно, здесь ведь тоже, да, по тройке земли мы с вами говорили, или тройке пентаклей. Мы с вами говорили, что следом тем более идет восьмерка жезлов, что либо вы получите совсем скоро эту новость, либо вы ее уже вот буквально только получили. Если вы уже получили, стало быть, что-то будет развиваться или проясняться, или дополняться какими-то сведениями на следующей неделе. Но для кого-то это следующая неделя, неважно, когда вы открыли видео, значит, это будет период особой вашей активности. Как будто уже все сделано. Ты уже как будто готов. Ты уже проделал какую-то работу. Но, может быть, это как раз будет связано с чем-то в вашей жизни, что совпадает с сигнификацией по десятке жезлов. С чего я начала? Где-то карты Оракула нам повторяют все то, что мы... Вот как будто верь. Верь в себя. И не случайно нам говорят о раскрытии талантов. Тут, знаете, если вы действительно верите в себя самого или в то, что вы можете что-то осуществить, а не ждать, может быть, помощи со стороны, то вот нам говорят, шикарная карта, мои дорогие, тут как будто большие перемены, именно счастливые, в сторону счастья вас ожидают. Поэтому вот так редко бывает, когда две разные колоды, но правда одинаковые, ангелов. Это спроси у ангелов, а это буквально ангелов-хранителей. Нам говорят о какой-то сложившейся истории и о моменте, ключевом моменте трансформации. Вы действительно накануне стоите важных, счастливых перемен. Вот кому это совпадает, да? Наверное, основные карты будут это, ну вот уже где-то стройки земли и восьмерки жезлов.
больше нам говорят о тех возможных событиях, которые вот совсем скоро произойдут. И карты оракула это подтверждают. Но основная сигнификация нам попадает десятка жезлов, 13-й старший аркан «Отпускай лошарандары». То есть это не карта смерти, а это, ну, по-другому тут немножко трактуется. Но вот данный период времени ни на кого не понадеешься, да еще и какая-то нерешенная тема, возможно, по финансам. Вот какой-то полный минус, можно сказать и так. А тем не менее, вот у вас такая перезагрузка. Ладно, я соберу эти карты. И мы с вами спросим дальше. Вот что же там дальше-то и будет, правда? Какие события ждут вас скоро? Хочется разложить, чтобы не было путаницы. Давайте так ее в разные места колоды, потому что иногда повторяется. Итак, какие события ждут вас скоро? Какие события идут в вашу жизнь? Какие события идут на ваш порог? Как будет развиваться история вашей судьбы дальше? Что же дальше? Ну, понятно, из такого сложного состояния быстро не выйдешь. И четверка воды нам говорит о том, что, ну, ты можешь какое-то время еще топтаться на месте. Более того, обратите внимание, тут у нас кубок с крыльями, который за спиной. Человек не видит, потому что он пока еще смотрит в прошлое. Вот поэтому тут так или иначе вот эта трансформация, отпускай, прежде чем ты отпустишь, здесь все-таки будет какой-то период заминки, когда вы, возможно, ну, либо не можете на что-то решиться, либо не можете что-то отпустить, либо себя нужно перестроить. Это ж нужно оглянуться, чтобы этот кубок увидеть. И для кого-то это может совпасть король воздуха или король мечей. И в этой колоде это всегда у нас респектабельный эксперт, причем тот, который достаточно сведущ в каком-то вопросе. Хотя, может быть, это у кого-то буквально произойдет или совпадет, когда вам придется в какие-то конторы, учреждения, иногда чиновники, высокопоставленные лица, представители законной власти, кстати, тоже проходят, узкие специалисты. То есть вот респектабельность, она имеется в виду, что человек ресурсный или в каких-то, ну или в своих руках имеет какие-то рычаги, может быть, рычаги влияния или рычаги как возможность, да. Так вот, если мы соединим эти две карты, возможно, кто-то из вас будет ждать и ждет сейчас еще, да, нам ведь говорят о том, что вы, может быть, и продумываете какую-то историю. Может быть, это и у кого-то с личной жизнью связано, да, когда вы были очень разочарованы, когда вы столкнулись, возможно, прежде, есть такое значение по этой карте эгоцентризм. И вполне вероятно, это человек был, ну, где-то рядом, потому что персональная карта, который эгоцентрик, а может быть и эгоист, а может быть и такой человек, от которого ты не дождешься ответа, мои дорогие. Но я не исключаю, мы ведь спрашиваем дальнейшая история вашей жизни. С чем, вот каким образом это проиграется? Когда вы можете получить какое-то известие от этого человека? Паш выпадает воздуха, которое может свидетельствовать о том, что вы сами что-то будете анализировать. Вполне вероятно, кто-то поедет, юрист, адвокат, ну или, как я сказала, какие-то офисы, конторы, когда вам нужно наверняка прояснить будет какой-то вопрос. Потому что тут, наверное, будет первый ваш шаг, если вот мы примем во внимание сигнификацию, и дальше четверка кубков, мы говорим, что, ну, тут не быстро идет вот переход между прошлым и будущим, то для того, вот, внимание, для того, чтобы, вот, может быть, сделать какие-то правильные шаги, мои дорогие, вам как будто нужно разузнать, может быть, что-то юридически, добавить себе самому или самой юридической грамотности, или понимать, как в отношении вас работает закон, или когда вы что-то, может быть, на что-то откликнетесь, что-то подпишете, или сам по себе договор у кого-то даже, да, по работе будет, ну, а у кого-то это может быть вот ваша какая-то задумка, которую ее нужно тоже переложить на
те рельсы, которые больше документально связаны. Вот вам нельзя быть в неведении, поэтому где-то и следует аналитика, причем быть честным самим собой. Вот тут самое главное, я с этого начала. И я этим сейчас вот буквально и заканчиваю практически этот ряд, потому что всегда я называю туз мечей или туз воздуха выход из лабиринта. На заднем плане нам показан ангел. Ну вот посмотрите, быть честным с самим собой, ангелов нет. Все зависит целиком и полностью от вас, когда мы можем себе, как и увидеть, какую-то объективную реальность, не замылив себе глаза, что завтра что-то вернется. Не, мои дорогие, тут если что-то и возвращается, с учетом планетарных транзитов, то только лишь для того, чтобы быть окончательно пересмотренным, и какие-то точки предполагаются. И здесь нам показан мальчик. Вот именно образ ребенка нам как будто, и вот посмотрите, он идет, и меч как будто тянется за ним, да? И он сам не очень веселым выглядит, как будто было у него, по крайней мере, в чем-то поражение. Поражение – это значит, мы допустили в чем-то ошибку. Теперь мы признаем свои ошибки, и мы себя не костерим, не корим, а принимаем именно собственные ошибки и говорим, ну подумаешь, ошиблась или ошибся. Мы люди. 100 раз ошиблись, еще раз 150 ошибемся. Но это не повод застрять в прошлом. Мне нужно идти дальше. И вот эта карта как раз и символизирует, что мы себе сказали эту правду. И понимаем, что пора сворачивать, как будто я иногда говорю по этой карте. Потому что, может быть, по этой карте где-то вы услышите тоже новость. Иногда туз мечей – это та новость, которая буквально стремительно, неожиданно врывается в нашу жизнь и заставляет нас что-то переделывать или действовать как-то по-другому. И это как помощь высших сил. Это может быть тот вариант, который вы, возможно, и думали. Ну, про себя также думали, ай нет, хоть бы вот такого вот и не было. А вот что-то подобное может совсем скоро прийти на ваш порог. И по тройке жезлов это так начинается ваше будущее. Поэтому тут будет, я бы сказала, как минимум в ближайшее время 2 шага. Тут может быть и как ваше решение по тузу мечей или воздуха, но точно так же ваше решение, потому что мы говорим себе правду. Вот как будто сесть нужно и переосмыслить все то, что происходит вокруг вас. Соединить с вашими планами, но с надеждами. Пустые это надежды, пустое ожидание или есть рациональное зерно. Это первый какой-то старт в будущее. А у кого-то все-таки это будет еще и взаимосвязано с конкретным человеком. Или пусть это не конкретный человек, тогда это офисы, конторы, какие-то согласования. По сути дела, мы себе, ну, так немножко простилаем какую-то дорожку, когда мы, ну, так свою грамотность увеличиваем, может быть, в сфере законодательства, или когда, ведь это всегда аналитик. Причем такой эксперт, который очень трезво оценивает, что же в его жизни происходит. Поэтому и вам где-то придется так оценить. Но если у кого-то совпадает, что вы надеетесь на человека, вот здесь тоже какая-то история, которая касается именно взаимодействия с этой персоной, она у вас прояснится. Сказать, что вы останетесь этим довольны, нет, я не могу. Наоборот, где-то даже я, более того, я не исключаю, что вы услышите новость, состоится разговор. Ну, тут будет какая-то, возможно, контактная форма именно с данной персоной. Да, это будет. Но сказать, что это для вас прояснит что-то, ну, может на какой-то процент прояснить, когда вы еще раз убедитесь, что вот нужно надеяться на саму себя. Но, тем не менее, объективизм вот идет по этой карте. И как будто мы, это знаете, как большое видим на расстоянии. И все же у нас тут корабль именно с крыльями. А корабль один из символов Меркурия. Очень символично, потому что Меркурий – это планета-управитель близнецов, а у нас сейчас в близнецах Уран, инновационная планета перемен. Поэтому перемены уже невозможно остановить. Они уже происходят. Но, может быть, не так выражено четко в вашей жизни, чтобы это было выстроено уже в какую-то концепцию. Нет, первые шаги от того, как ты сумеешь со всем этим распорядиться, будет зависеть дальнейшая твоя жизнь. Но как будто не оборачивайся назад.
Хотя по Плутону, вот это знаете, как работает? Когда какие-то люди, с которыми были контакты, может быть, мы про них успели забыть. Возможно, это даже какие-то структуры, вопросы работы. То есть не обязательно тут мы личную жизнь, тут нам вообще о личной жизни, по сути дела, ничего не рассказали. Значит, если у кого-то перекликается с личной жизнью, ну тогда наш расклад скорее попадет в ту категорию, когда да, вроде в основе личная жизнь, но очень много согласований, решения конкретных вопросов. Здесь не о бабочках в животе. Ни разу. С самой первой карты нам говорят. Ладно, что скоро произойдет? Что скоро произойдет? Накануне каких событий вы стоите? Опять нам попадает тройка Пентакли или тройка Земли, и которая говорит, что да, у тебя будет какой-то проект, возможно, тебе придется даже несколько, 2 тройки, посмотрите, 3. Любая тройка, я должна сказать, это всегда будущее. Но это то будущее, когда мы делаем либо первые шаги, либо словно готовимся к какому-то прыжку. А тройка мечей, это она не символизирует то, что это будет, да, кто-то скажет, и что это у меня, каждый знает, что тройка мечей, это у нас как израненное сердце. Но ведь, понимаете, когда выпадает эта карта, вы сейчас, то есть вот данный момент тройки показывают и дальнейшие планируемые ваши планы, может быть, или планируемые ваши действия в соответствии скорее с этими планами, то здесь нам говорят здоровое равнодушие. Вот, может быть, вам придется либо с конкретным человеком решать тот вопрос, когда ну вообще не должно быть никаких эмоций. Да, тут есть какие-то воспоминания, тут есть грусть, тут есть, может быть, и тоска. Тут, безусловно, есть какое-то поражение. Но тут и прощение, мои дорогие. Это карта прощения. Простить себя за собственные ошибки, ну и простить, может быть, какого-то человека. И выздоровление. Два ангела за спиной утешают девушку. Уже не имеет значения прошлое. Может быть, не имеет значения, вот кому-то придется проводить важную беседу и рассматривать такой альтернативный вариант, к которому вы абсолютно не готовы, который, более того, у вас вызывает какие-то даже эмоции со знаком минус. Но они вас теперь не цепляют, эмоции уже закончились. Вот, видимо, такая холодная голова вот скоро произойдет. Так вот, сейчас узнаем, что же там скоро произойдет. В тех событиях вам будет совершенно необходимо. И, с другой стороны, уже желание идти вперед. Что-то, может быть, как свой проект развить. Для кого-то из вас учить языки. Или, может быть, очень часто, особенно по тройке Земли или тройке Пентаклей, это именно обучение. Иногда это буквально сдача какого-то экзамена, получение, может быть, сертификата. Правда, тут какой-то документ, возможно, вам и придется либо как разузнать, да, как вот я говорила, работает закон, то есть какой-то будет с юриспруденцией соприкосновение, или когда конкретную бумагу вам нужно будет получить. Выпадает аркан Луна, и всегда 2 башни. Вот вам как будто не к первой башне и не ко второй, мои дорогие. Карта говорит и об интуиции, но и об иллюзиях. А тем не менее, какое-то важное разрешение или решение, оно как будто вот между этих 2 колонн. Вам интуиция, но с другой стороны мы понимаем, что да, интуиция это не дает какой-то гарантии. Если мы где-то там и строим, вдохновляемся чем-то, какими-то планами, но как будто нужно вернуться на нашу землю и немножко соотнести, что же в вашей реальной жизни происходит. Почему между 2 колонн? Возле одной у нас как бы шакал и собака, ну тут 2 собаки нам показаны на этой карте. Но нам как будто ни в первую, ни во вторую башню не нужно. Нам вот именно где стоит ангел. Нам между нужно пройти. Иногда эта карта будет свидетельствовать для вас решение. Может быть и не решение, а знаете, как первые шаги, попытки по личным отношениям. Может быть по вопросам семьи. Возможно, это у кого-то вверху паж воздуха. Это будет связано с вашими детьми, но и с вашим окончательным каким-то решением. И у кого-то это будет касаться, повторюсь, либо семьи, вот у кого есть дети, может быть и внуки, но еще и может быть
как место пребывания, потому что иногда аркан Луна – это как место тыла. У кого-то может совпадать, это точно, смотрите. Ну вот надо же, какой у нас сегодня расклад, карта трансформация. Вам, возможно, придется продумывать какой-то вариант, вот как запасного аэродрома. Или вы уже сейчас продумываете, куда вы поедете. Или вы просчитываете какой-то план, а меня смотрят люди из разных стран. И если вот что-то пойдет не так, или какая-то история разовьется вот именно до каких-то вами определенных границ, что я буду делать, мои действия. Вот, скорее всего, даже такие мысли, они вам отчасти помогают. Вы сами себе помогаете, просчитывая альтернативные варианты. И как будто это делать необходимо. Посмотрите, карта трансформации выпадает. Это уже перемены. Опять же, да, тоже, опять же, освобождение. Буквально прописано. Но вот как будто нельзя совсем скоро, в ближайшем будущем, у вас будет действительно такой момент, аркан Луна, что, может быть, кому-то и придется как выйти из создавшегося положения, или куда-то отправиться, переехать, или что-то как переделать, переиначить в вашей жизни, себя как будто перестроить. И здесь буквально ангел берет за руку человека и выводит из этой башни, которая через несколько мгновений от удара молнии будет разрушена. И в первых колодах Таро башня – это старая тюрьма. Это период ограничений. Это какая-то серая зона. Когда мы долгое время были в ней, находились, и, может быть, мы даже привыкли. Мы думали, это наша цитадель. И вот человека выводит ангел. Это, знаете, состояние успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И очень символично, что в этой колоде бабочка нам изображена. Но это как физика, да, эффект бабочки. Когда от взмаха крыльев, может быть, бабочки всего лишь навсего на другом конце континента, тем не менее, волновая энергия, которая передается в пространстве, она как побуждает какой-то процесс совершенно в другом месте. Поэтому тут может быть взаимосвязь даже с событиями в мире, мои дорогие. Может быть, это ваши планы так увязаны, да, правда, может у кого-то поездка, переезд намечена или какая-то важная встреча, тогда будьте готовы, что тут могут смещаться сроки, места. Вы сами будете что-то переделывать. Вот запускает механизм трансформации какая-то невидимая сила. И снова нам где-то карта говорит. Вот почему, может быть, да, вспоминаем сигнификацию. Выпала сначала десятка жезлов и все, что я сказала, а вторая карта 13-го аркана, где нам сказали «отпускай». Вот теперь твоя какая-то прежняя многозадачность, она вообще не важна. И карта пятерка кубков. Вот когда я на нее конкретно смотрю, я говорю, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Все. Да, тут есть какая-то потеря или какой-то, может быть, проигрыш. Но мы должны, знаете, несмотря на то, что в нашей жизни произошло какое-то сожаление, разочарование. По пятерке кубков мы часто говорим предательство, да, когда, возможно, мы остаемся один на один, да еще и в трудную минуту. Но как будто не должны мы озлобиться. Мы не должны где-то застрять в этом моменте. Наша задача – идти вперед. Поэтому приготовьтесь, что в ближайшее время, какую-то траекторию не совсем простую, и тогда по тройке Земли. Вот почему второй раз выпадает эта карта. Именно ваши ресурсы, может быть, для кого-то творчество, вдохновение. А тут у нас тройка жезлов еще выпадала. То есть, по сути дела, вам придется как будто что-то завершить, поставить в чем-то точку. И вдохновлять вас будет, по сути дела, вы сами. А может быть, это ваша даже работа, занятость, любимое дело, или творчество. Вот это именно то, что неосязаемо, может быть, но вам принесет вполне ощутимый материальный доход. Возможно, у кого-то как добавить знания, обрести, может быть, за короткий период новую профессию. У нас есть профессии, когда мы за несколько месяцев можем уже стать, таким новоиспеченным специалистом и приступить к работе. Человек делает что-то своими руками. И те, кто умеют, имеют эти навыки, да, ресурсы в руках, они и без куска хлеба в любой стране мира не останутся.
Поэтому, может быть, и карты где-то и говорят, тебе сейчас надо об этом подумать, и где-то ведь в первом ряду тоже выпадала карта. И про сигнификацию мы еще с вами помним. То есть уже где-то эта карта нам говорила, что тебе сейчас нужно переключить свое внимание совершенно на что-то другое. Не сожалеть, не пытаться там какую-то многозадачность, которая тянется из прошлого, ну, как, знаете, решить все вопросы и вот все точки над «и» расставить. Нет, видимо, что-то без этих точек останется в вашей судьбе. И давайте мне хочется как минимум одну карту достать. Оракула. Что это вообще означает? Я вижу тут что-то, ну, непростое, это точно. С чем это связано? Что нам скажут карты Оракула? Удивительно. Это 13-й аркан, который мы с вами видели, Лошарандары. Отпускай. Мне вот даже сказать нечего. Отпускай что-то из прошлого. Трансформация уже в действии. Тут, наверное, по аркану Луна немаловажно вот этот вот запасной аэродром иметь. Может быть, этот аэродром для кого-то и будет означать, как ваше творчество или новая профессия, новая роль, как в занятости вашей, да? Или когда рассмотреть, кто ищет работу, нужно, может быть, вы искали что-то, но опираясь на то, что, опять же, на свой опыт. А здесь нужно рассматривать все равно альтернативный вариант. Да, вы как накануне грандиозных событий. Так что же вас ждет впереди? Что ждет вас впереди? Карта заслуженного успеха. Так называется шестерка мечей или шестерка воздуха. И нам здесь карта говорит буквально: переверни страницу собственной жизни. Конечно, тут есть надежда. Надежда на то, что... И вот смотрите, у нас здесь человек, который отправился в путешествие. Может быть, он уже проехал какой-то сложный путь. Но он когда-то сделал первый шаг. Первый шаг — отплыть от прежнего берега. Мы сегодня, наверное, в этом раскладе только об этом и говорим. И как будто дальше ты приближаешься к тому месту, которое ты себе задумал. Вот, может быть, это сигнификация для кого-то из вас, кто-то узнает себя и скажет: а ведь правда, я уже какое-то время и думаю о своем проекте. Может быть, я думаю о том, что что-то может в любой момент произойти, и, возможно, мне придется очень быстро свои планы видоизменить вообще на 180 градусов. Ведь это карта мужества, мои дорогие. Сила не просто желаний, а когда нам какой-то путь придется пройти в одиночку. Будьте к этому готовы. Но заслуженный успех, он как будто будет. Правда, для этого совершенно необходимо вот себя настроить на что-то. И причем это не будет быстро. Может быть, вот эти перемены вас приведут к тому, что вам придется, посмотрите, как организовать свою жизнь заново. Может быть, для кого-то, правда, проиграется поездка куда-то очень далеко. И, может быть, и налегке, мои дорогие. Карта императрица. Когда вам, может быть, придется как с чистого листа создавать и себя заново, свое благополучие, действовать как-то более продуманно. Для кого-то из вас, конечно, аркан императрица может свидетельствовать о решении вопросов по части личной жизни. Но всегда, когда выпадает императрица, я говорю: надейся сам на себя. Императрица, как правило, она изображена именно одна. Ну, или вот с ребенком, да? Или когда она кому-то помогает. Нет ни одной карты, когда кто-то помогает императрице, потому что это ресурсный человек. Ну, давайте посмотрим, но ведь по этой карте сбываются наши мечты. Вот смотрите, вам придется какое-то очень важное решение принимать. И это что ждет еще впереди? Семерка воздуха или семерка мечей, ангел на заднем плане. То есть изначально нам карта говорит о том, что примирение возможно. Но ситуация сама по себе, она сложная. Девочка, нам показано, да, 2 детей. Девочка, как воин, хоть маленькая, но воин, меч наготове, свернулась калачиком на холодной скамейке, жесткой такой, явно неудобно. Но, может быть, и наплакалась, может быть, уже настолько внутренние переживания превысили все возможные пределы, что уже тело как будто не чувствует вот этого дискомфорта. И вот мальчик подкрадывается с яблоками. И
по какой-то причине в корзине 2 яблока у девочки, а у мальчика 5. Явно была нечестность. Мальчик, можно сказать, так и трусит, боится. Боится разбудить девочку, пытается исправить какую-то ситуацию, где он был неправ. И мы ведь можем быть с любой позиции, как и мальчика, так и девочки. Где-то карты говорят, что вам придется улаживать какой-то сложный вопрос. Да, по этой карте мы можем забрать свое, есть такое значение. Но мы можем и столкнуться с какой-то фальшью, мои дорогие. И мы ведь не знаем, сколько яблок положит мальчик, да? Что же он там решит? Мы пока не знаем, не видим. Но со стороны другого человека такие попытки, поползновения, хочется сказать, как минимум. Я надеюсь, вы понимаете мой сленг, но они присутствуют. Но он себе оставит 4 яблока, а у девочки одно только положит. Или все-таки он себе меньше оставит? Будет ли он готов участвовать в примирении? Или он хочет примирения, ну, пусть будет, называется, да? Есть такое выражение. Ангел нам говорит, что тут нужно будет что-то как на чистоту. Может быть, на чистоту и некие разговоры, которые вам придется обязательно для себя прояснить. Хорошо же, что же ждет впереди? Вот я тут вижу, что может быть такая история. Тот, кто не откликнулся вам когда-то или был конфликт, не случайно ангел. И выпадает король земли. Неважно, у кого-то может совпасть личной жизнью, у кого-то это может быть решение вопроса, который где-то и документы на уровне документов, да, или юридические тут законы, или это может быть ситуация по работе, король земли, у кого-то ситуация по финансам, мои дорогие. Но здесь какая-то запутанная история, шаг за шагом проясняется. Или клубочек этот, ниточка, уже как будто вы ее потянули. Здесь, знаете, вы можете столкнуться с человеком, не просто столкнулись, а, ну, может, кто-то, как встреча будет, или будет какой-то важный контакт, когда человек будет в вас заинтересован. Я этого не исключаю. Я не могу сказать, что это плохо. Но оно, наверное, по-другому быть не может, потому что императрица. Я должна сказать, что по этой карте люди проходят, которые, ну, именно в этой колоде, нам не случайно мужчина, который делится хлебом. Это тот человек, и, кстати, тут добрый человек. Именно такое значение в этой колоде имеет карта. Это тот, который и уже самореализовался, и это тот, который готов брать ответственность. И у нас это приблизительно одни энергии, земные энергии. Карта императрицы тоже. Хоть тут и включает вдохновение, но это по сути прообраз Венеры. Это наше благополучие. И точно так же какой-то человек, для него ценно будет это благополучие. И пусть это через какую-то заинтересованность, явно заинтересованность. Тут еще какие-то, может быть, моменты искренности предстоит создать, пройти, определить. У каждого по-своему. Но тут будет у вас, это то, что будет. Что ждет вас впереди. Здесь будет какое-то взаимодействие. Вот вы проходите, как в одиночку, очень сложный путь. Да? Все то, что мы с вами рассматривали. И вот сейчас у вас действительно что-то завершается. И даже если вы думаете или поставили перед собой цели, я сначала все доведу до ума. Не страдайте перфекционизмом, мои дорогие. Потому что даже карта Оракула говорит: отпускай. Ждите новых вестей. По пажу жезлов здесь, правда, здесь будет и ваше какое-то желание. Это, знаете, такой огонь в душе, когда мы хотим что-то видоизменить. Когда мы сами замотивированы. Хотя я вполне предполагаю, для кого-то из вас, может быть, иногда пажи это дети, ну и как и вестники, вы можете услышать эту весть от своих, может быть, близких, дети, внуки. Но больше я вижу все-таки вас самих. У вас будет какая-то точка нового отчета, потому что по пажам это всегда элемент новизны. А рядом у нас карта Верховная Жрица. Мы на сегодняшний день называем эту карту. Это карта терпения, это карта мудрости и карта интуиции. Вот вам придется после какой-то новости, которую вы получите, очень ее внимательно обдумать, причем слушая интуицию. Вам придется... И еще раз выпадает эта карта. Правда, что-то отпустить. Может быть, это у кого-то из вас даже будет связано
Но вот, к примеру, если мы говорим тут трансформация, то есть где-то подсмысл перемещения. Может быть, вам придется в одиночку куда-то поехать, но это не для всех совпадет. В одиночку, как в разведку, куда-то съездить, потому что потом, ну, кто-то, например, семью перевозит. Или когда вам придется в одиночку, будьте, по крайней мере, к этому готовы, потому что тут, с учетом карты Верховная Жрица, да тем более старший аркан, ну, будет то, с одной стороны, с чем жалко прощаться. Будет то, что оно-то вроде как завершается, но нас еще как будто держит в тисках. И почему я сказала, что может быть кому-то как принять, вот смотрите, как же это так сформулировать, чтобы это красиво во фразе было. Я не исключаю, что вы, допустим, вы находитесь в какой-то местности и думаете, вот меня сейчас держит, ну не просто держит, а это может быть, как вы считаете целесообразным, правильным, сначала решить какие-то вопросы, а уже потом как будто переключиться на что-то другое. Опять же, первая карта в сигнификации. И вот представьте, вам ведь действительно придется это оставить. Иначе ты как будто выбираешь, либо ты оставляешь, либо ты сам свою жизнь ставишь на паузу. 3 старших аркана. Будет какая-то новость, которая вас буквально, это вы накануне. Тут действительно большие перемены. И вам, может быть, придется вот такой выбор делать. Или я действую, или я еду, или я соглашаюсь, или я рассматриваю какой-то вариант. Или словно я соглашаюсь с тем, что ну где-то судьба встанет на паузу и ну что будет, то будет. Еще один старший аркан император. Все же у нас тут была карта король земли. И я говорила, да, что это тот человек, который способен делиться. Какой-то важный человек будет совсем скоро в вашей жизни. И если мы в целом говорим, посмотрите, мои дорогие, у вас ведь по сути дела выпадает пара. У вас, у нас, потому что если раньше императрица и в том ряду у нас выпадал король земли, а здесь как будто у нас выпадает император. Есть как и согласование, есть как и конкретный человек. Может быть прописана структура, имеется в виду организации, учреждения, высокопоставленные лица, чиновники, какие-то согласования, юристы, адвокаты тоже может проходить. Сам по себе как принятие, как менталитета, может быть, или принятие законов каких-то, да, здесь может быть, посмотрите, потому что старшие арканы у вас действительно происходят такие глобальные перемены. И вроде бы многие ждут перемен, правда, и нам кажется, что, ну, это будет сразу как-то так вот к радости. А тут все-таки есть, ну, давайте будем откровенны. Посмотрите, сколько раз нам выпадала карта, даже в 2 разных колодах 13-го аркана, где отпускай. Потому что вот нет уже смысла за что-то держаться. А нам, может быть, это кажется дорого, любимо, ценно. Поэтому, да, как по Плутону, переоценка ценностей. И, может быть, новые люди в вашей жизни, новое качество жизни стоит у вас на пороге. И вот теперь я хочу в заключение достать такие, что нам подскажет карта Оракула, что ждет впереди. Что вас ждет впереди? Возможно, к чему приготовиться? Какой путь еще предстоит пройти? 1 год от сегодняшнего дня. То есть не просто мы там с вами говорили, выпадала эта карта после первого ряда. Помните, я потом сложила колоду. Когда нам сказали, что на следующей неделе там ты будешь узнавать что-то, или какое-то развитие у тебя пройдет, или, может быть, это ваш собственный инсайт. А здесь в течение года ты будешь организовывать свою жизнь, как будто совершенно по-другому. Какие-то перемены в течение года у вас будут активно продолжаться. По сути дела, это очень важный год от сегодняшнего дня, который вам придется пройти. Вам придется что-то передумать. А я тут случайно так достала
и 2 карты. Ну, значит, так тому и будь. Так вот, карта говорит, в ближайшем будущем. В ближайшем будущем придется что-то передумать, мои дорогие. Будьте готовы к альтернативным вариантам, как и развития событий, так и ваших действий. Какой совет еще дадут карты заключительный? У вас совсем скоро, знаете, как шикарное время. Вот ты сейчас можешь этого не видеть, а ведь, по сути дела, совсем скоро. Пусть это совершенно с другой позиции, как будто вам самим тоже себя придется, может быть, и на что-то уговорить. Возможно, придется и что-то пересмотреть, и пересматривать еще не раз. Ведь траекторию нам показывает на целый год карта Оракула. Но тогда вот передумываю сегодня и, может быть, где-то готова к тому, что придется это делать и завтра. Но вы сейчас отстраиваете. У вас сейчас лучшее время для этих перемен, для перезагрузки, для того, чтобы быть счастливыми. Перекладывайте на себя, мои дорогие друзья, а я благодарю вас за ваши волшебные комментарии, за вашу доброту, за вашу душевность. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте. Все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.